Вероятно, это прозвучит самонадеянно, но я все же скажу. Нас с вами ждет потрясающая игра. Редко, но метко появляются такие проекты, насчет которых задолго до выхода с легкостью можно делать позитивные прогнозы. Насчет продаж говорить не буду, конечно, это уже совсем другая тема, но вот по поводу качества будущей игры могу быть уверен абсолютно. А почему так? Все просто, это новая игра от Atlus, разработчиков Persona. Про серию Persona говорить много смысла нет. Здесь ситуация банальная. Ты или любишь ее, или нет. Это одна из тех игр, поняв и полюбив которую, ты обречен. Обречен ждать новые части, ну или ремастеры, или просто дополнения, переиздания. Но вы поняли, Atlus мастера не только в разработке, но и в том, как продать вам одну игру несколько раз. Однако непревзойденное качество и глубина их игр уже навсегда останутся в твоем сердце. И это касается как серии Persona в частности, так и серии Shin Megami Tensei, так и даже специфической, но от этого не менее прекрасной Catherine. И вот перед нами новая игра студии со сложным названием Metaphor ReFantazio. Ее мы обсудим со всех сторон. Лично я, как уже можно было заметить, в режиме ожидания. Надеюсь, вы со мной. Поехали! Прежде всего, проясним небольшую деталь, о которой мало кто знает, а именно, кто же конкретно отвечает за разработку. Мы знаем, что это бессменный Atlus, издатель и разработчик, но, как это бывает, в одной студии зачастую есть несколько команд, от которых мы можем ожидать разные результаты. В Atlus есть 3 внутренних подразделения разработки. Первое — это Team Maniacs, ребята отвечают за серию Shin Megami Tensei. Второе — P-Studio. Эти трудятся над серией Persona. Ну и, наконец, третье — студия Zero. На них лежит ответственность за разработку новых IP. И вот как раз-таки третье подразделение готовит для нас свежую Metaphor ReFantazio. Что они выпустили до этого? Да, ничего, собственно, кроме переиздания Catherine Full Body. Вы меня спросите, а почему это я так уверен в новой игре в таком случае? А вот почему. В 2016 году главные люди, ответственные за Persona, начиная с 3-й части и заканчивая 5-й, отпочковались от основного подразделения и основали как раз-таки студию Zero. 14 самых важных людей, включая режиссера Кацуро Хасина, сценаристов, главного программиста, композитора, дизайнеров персонажей и графики, отошли в сторону от серии Persona и в будущем будут работать над новыми играми, первой из которых как раз-таки и будет Metaphor ReFantazio. Такие вот делишки. Как видите, вопросы по качеству и наполнению новинки должны отпасть сами собой уже на этом этапе. Грубо говоря, если вы играли в Persona или Shin Megami Tensei, например, вы примерно знаете, чего ожидать, и одновременно не знаете. И, на мой взгляд, в этом-то вся и прелесть. Ты знаешь, что будет круто, что игра тебя удивит, вопрос только насколько. Первое, о чем говорит режиссер игры, это то, чем кардинально будет отличаться Metaphor ReFantazio от Persona и Shin Megami Tensei. Это дух приключения. Представьте первую пришедшую на ум хорошую JRPG. Представили? А теперь добавьте в эту формулу то, за что мы любим Persona. Не знаю, как вы, но я всегда мечтал о чем-то подобном. Со стороны может показаться, что новая игра — это все та же Persona, только в фэнтези-сеттинге. И отчасти это правда, конечно, но, как часто бывает с лучшими представителями настоящих игр, не все лежит на поверхности. Для начала поговорим о сюжете, а потом уже двинемся к геймплею и особенностям. Итак, добро пожаловать в Соединенное Королевство Юкрония, которое ранее состояло из 3 независимых стран. И там случилось несчастье. Король мертв. Более того, его убили. Видимо, король был чрезвычайно важной фигурой и сдерживающей силой на мировой арене. Ведь из-за его убийства все королевство поглотил хаос и борьба за власть. Как среди аристократии, так и среди религиозных групп. Разработчики неоднократно говорили, что вымышленное королевство — это косвенное отражение нашего с вами современного мира. Все мы в нем живем и, к сожалению, понимаем, к какому хаосу могут привести определенные события. Создатели Persona всегда были мастерами показать всю подноготную человеческой натуры и психологии. Только на этот раз масштабы больше, проблемы серьезнее, но и ставки выше по сравнению с камерными историями предыдущих игр. Что интересно, источником магии в королевстве являются человеческие эмоции, ну а в частности это беспокойство и тревога. Вся атмосфера наполнена этими частичками тревоги, а специальные устройства в городах собирают эти частички, которые, кстати, прозвали Магла, и используют как топливо для поддержания жизнедеятельности. Все не просто так. Очевидно, что кому-то выгодно поддерживать постоянный уровень тревоги у населения. Итак, король мертв. Королевство в хаосе, но эти события подтолкнули мировое общество к проведению состязания, в котором определится будущий преемник короля. Ну и мы с вами будем участвовать в этом состязании.
Мы играем за паренька из племени Эльда. Выходцы из этого племени выглядят как обычные люди в нашем понимании. Их в этом королевстве не любят. Называют испорченными, грязными, вероятно, из-за некой связи с запрещенной магией. Ну и как следствие, племя Эльда зачастую сталкивается с дискриминацией и предубеждением в этом мультикультурном и многорасовом мире. Более того, самые страшные монстры в игре так и называются – люди. Выглядят эти люди чрезвычайно гротескно, но и неспроста. Дизайн монстров вдохновлялся работами известного художника 15 века по имени Иероним Босх. Я посмотрел некоторые из его картин, но это что-то с чем-то, конечно. Таинственные существа в картинах Босха зачастую описываются как первое изображение монстров как таковых, ну или фэнтези-существ. Наш герой отправляется в большое путешествие в столицу, чтобы найти убийцу короля и снять проклятие со своего друга детства, по совместительству, кстати, коронованного принца, который своими глазами видел смерть своего отца-короля. В самом начале игры мы можем выбрать имя для паренька, и, внимание, вам предлагают ввести еще свое реальное имя. Для чего это сделано? Главный герой носит с собой книжку, в которой описываются времена утопии, когда все жили в мире, все расы были равны, и в этой книге периодически будет всплывать ваше настоящее имя, которое вы введете. Вы будете героем этой книги? Пока непонятно, но звучит это довольно многообещающе и интересно. Кстати говоря, в отличие от Persona, где главные герои были немногословны и вы как бы становились ими, отыгрывая свою роль, в Metapher ReFantazio протагонист полностью озвучен и его характер глубоко прописан. Как хороший пример от Atlus тут можно вспомнить потрясающе многогранного мужчину из Catherine. В путешествии протагонист, конечно, повстречает друзей и компаньонов. В их проработке, учитывая опыт Atlus, сомневаться не приходится. Я мог бы рассказать подробнее о каждом из них, благо есть уже соответствующие ролики на YouTube, но, на мой взгляд, это уже территория спойлеров в сюжете. Если спойлеров не боитесь, то welcome на официальный канал Atlus. Упомяну лишь верную спутницу главного героя, фею Галику. Феи чрезвычайно редки в этом мире, и хоть они не могут участвовать в битвах лично, они являются источником полезной информации. Они друзья и компаньоны, их советы и помощь очень полезны в путешествии. Однако ваши сопартийцы иногда жалуются, что не могут уснуть из-за громкого звука крыльев Галики, когда она летает рядом. Я посмотрел видео счастливчиков, которым удалось поиграть на Gamescom несколько часов в игру, и все в один голос говорят о том, как же здорово проведена работа с сюжетом и персонажами. Сюжет цепляет моментально. Главный герой интересный, сложный и запоминается сразу же. Его мотивация понятна и с ней легко резонировать. Сразу чувствуется контраст со стандартными JRPG с их типичными предсказуемыми персонажами. В Metapher ReFantazio все в разы реалистичнее, что ли, и приземленнее. Герои многограннее и внутренне сложнее, и воспринимаются как глоток свежего воздуха. Ну и вишенка на торте, игра ощущается в принципе как что-то уникальное в довольно консервативном жанре, как что-то, чего вы раньше не испытывали и не переживали. Ну а это лично для меня, как минимум, многого стоит. Первые часы Metapher насыщены красивейшими анимационными роликами, и по ним видно, насколько вырос бюджет и продакшн у новой игры по сравнению с той же Persona. Ну и невозможно не отметить узнаваемый стиль и дизайн. Это уже давно визитная карточка Atlus, и здесь они, как всегда, выше всяких похвал. Многие говорят, что в плане дизайна и UI это лучшее, что сделали Atlus, но охотно хочется верить. Как и в предыдущих играх, у каждого члена нашей команды есть особые трансформации. Герой буквально вырывает сердце из груди и превращается в аналог персон. Архетипы, которые используют магию или специфические физические атаки. Геймплей на архетипы больше похожи на классические RPG-классы, чем на призывы типа покемоны из Persona или Shin Megami Tensei. А аналогом вельветовой комнаты теперь является так называемая Академия, где мы кастомизируем и назначаем архетипы для каждого члена команды. Наши сопартийцы могут использовать и прокачивать разные архетипы, например, мага, вора, воина, стрелка, ну и так далее. Более того, каждый архетип со временем может разветвляться на подтипы, как это было, например, в Fire Emblem 3 Dawn. Если ранее в Persona только сам главный герой имел доступ к разным персонам, то сейчас каждый член вашей команды может примерить на себя разные роли. Ну и традиционно у архетипов будут свои сильные стороны и уязвимости, на чем, собственно, всегда и строился геймплей в предыдущих RPG от Atlus. По общему ощущению, пошаговая часть боевой системы больше похожа на таковую из Shin Megami Tensei, чем из Persona. Но все равно знакомые из серии будут чувствовать себя как дома, ведь, несмотря на другие названия приемов, перед нами все та же знакомая игра в «Найди уязвимость и воспользуйся ею», как и ранее. Довольно интересно в этот раз реализованные заклинания по нескольким целям.
Синтезис атаки по нескольким врагам задействует 2 хода игроков и совмещают элементальные силы сразу 2 персонажей. Это довольно круто не только с точки зрения стратегии, экономии ресурсов и так далее, но и с точки зрения, что не нужно занимать ограниченные слоты действий персонажа заклинаниями по нескольким целям, с чем были проблемки в той же Persona. Еще отличие в том, как мы, собственно, сами сражения начинаем. Если в Persona 5 мы полагались на стелс, с чем был связан специфический геймплей, то в Metaphor ReFantazio мы начинаем битву в реал-тайме, пытаясь получить преимущество перед тем, как все перетечет в пошаговый режим. Однако низкоуровневых противников мы можем пробежать даже не вступая в пошаговую фазу. В реал-тайм сегменте геймплея видно, что пригодился опыт студии из Persona 5 Strikers, где геймплей был неожиданно бодрым, хоть и довольно нестандартным для привычного жанра Atlus. Стоит отметить также, что наши герои не стоят в один ряд, как ранее, а в 2, передние и задние. Как уже можно было догадаться, спереди персонаж получает больше урона и чаще выбирается целью, поэтому разумно ставить стрелков и магов позади. В Metaphor ReFantazio, конечно же, вернется полюбившийся всем аналог социальных связей из Persona. Точно так же продвижение основного сюжета будет происходить в определенное время, и у нас с вами будет полная свобода в том, как проводить свободные дни. Можно будет прокачивать ваши характеристики, улучшать отношения с персонажами, будет огромное количество всяких активностей, ну и так далее. Все это мы уже видели и примерно понимаем, чего ожидать. Однако в этот раз, я так полагаю, у нас будет гораздо больше локаций для всего этого. А в каждой локации будут свои собственные персонажи, квесты, боевые подземелья и активности. Например, в первой деревеньке по сюжету можно будет прыгать со скалы и доить коров, отчего повысятся ваши созависимые показатели. Планирование вашего времени будет играть как никогда важную роль. Например, при перемещении в другой город, чтобы выполнить квест. Однако, путешествуя куда-либо на вашей мобильной базе корабле, параллельно вы будете общаться с вашими друзьями, заниматься всякими активностями, вас ждут какие-то неожиданные сюрпризы прямо во время путешествия, типа всевозможных событий, торговцев, ну и так далее. Игравшие в предыдущие игры студии должны прекрасно понимать, насколько важен тайм-менеджмент в этих играх. Разработчики говорят, что Metaphor ReFantazio настолько насыщена дополнительным контентом, что у вас просто не хватит времени увидеть все в одно прохождение. А я напомню, что в Соединенном Королевстве проходит состязание по выбору нового короля, ну и главный герой в нем участвует. Так вот, по мере прохождения игры будет расти ваша известность среди населения, но она повышается как от основных квестов, так и от дополнительных. Возможностей провести ваши дни будет огромное количество, как и в Persona. Скучать точно не придется. А если включены сетевые функции, вы сможете посмотреть, как провели день люди по всему миру, ну и даже увидеть состав персонажей других игроков, когда они прошли какой-то квест в подземелье. Конечно же, невозможно ничего не сказать о музыке. Композитор все тот же бессменный Сёдзи Мигуро, работавший над последней Persona. Только в этот раз перед ним стояла задача отойти от броского поп-звучания в сторону симфонического саундтрека. И даже если в отрыве от игры композиции не такие запоминающиеся и въедливые в мозг, как ранее, но в контексте это просто потрясающе все звучит. Создавая нужную атмосферу, мурашки будут 100%. Интересный факт. Фея Галика говорит в одном из диалогов: в конце концов, музыка была первым волшебством, которое познал этот мир. Это немного облегчает путь. И внимание! Благодаря музыкальному заклинанию, произнесенному феей, вся музыка, которую мы с вами слышим в игре, она звучит в голове главного героя, настраивая его на нужный лад и помогая бороться с тревогой, наполнившей королевство. Довольно интересно, согласитесь. Непонятно, будет ли этот факт как-то влиять непосредственно на геймплей, но даже если нет, все равно здорово придумано, да и сюжетно обосновано к тому же. Сейчас я понимаю, что Persona, одна из моих любимых игр всех времен, ей всегда было немного тесно в своем сеттинге. Я всегда мечтал о подобной игре и даже не догадывался об этом, пока не увидел Metaphor ReFantazio. Не разобрался в ней, поняв, какой опыт и эмоции хотят подарить нам разработчики. И еще раз повторюсь. Уверен, что нас ждет очередной хит минимум на 80 часов от Atlus. И это даже не беря в расчет, что игру можно будет перепройти как минимум один раз. Весь опыт Atlus от классических Persona, Persona 5 Strikers, Shin Megami Tensei, ну и даже Catherine воплотится в новой игре. И учитывая то, что это новый проект от опытных ветеранов, которые вдохновлены возможностью и хотят создать свою лучшую игру на данный момент, удивив игроков, нас ждет действительно нечто потрясающее. Настоящее приключение с большой буквы. Это можно сравнить с тем, что сделали From Software со своим Elden Ring, воплотив весь опыт от предыдущих игр в одной единственной игре.
Игра выходит уже 11 октября на ПК, на консолях нынешнего поколения, ну и на PlayStation 4, почему-то минуя Xbox X. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Если видео понравилось, вы знаете, что делать. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу новой игры Atlas. Будет интересно почитать и пообщаться. Также поддержите меня на других платформах, ссылки будут под видео. Времена неспокойные, кто знает, где придется выкладывать новые ролики. Ну а без вашей поддержки смысла в этом мало. Всем мира, это канал Платоси. Пока, друзья.